Добрый день всем! Бывает так, что приводят ребенка, который годами пишет прописи или ежедневно пишет много текста, а грамматика так и не улучшается. Дело тут в таком виде дисграфии, как аграмматическая дисграфия. Что это такое? Связана она с недоразвитием и с нарушением графического строения речи. И тогда, когда начинает ребенок овладевать грамотой, письмом, когда начинает учиться, примерно это происходит ко второму, третьему, четвертому классу, он начинает писать неграмотно, с грамматизмами. Например, веселый день, красивый сумка, то есть не согласуя между собой падежи, роды, число. И тогда речь ребенка и письмо ребенка становится аграмматичным. Почему это начинается где-то с 3 класса? Сначала этот вид дисграфии в первых классах не увидишь. Дети же только проходят буквы, потом проходят звуки, буквы, начинают писать слова. И лишь только с 3 класса им дают такие тексты, где можно заметить, что ребенок не пользуется правилами и не может согласовывать падежи, числа, рода и путает окончания. Это можно увидеть на письме. Вот здесь, например, я вам покажу пример аграмматической дисграфии, когда пишет ребенок: «Я видел 5 оленев». Еще один пример прочту. «В лесу росло много деревьях». Окончание в этом случае «ях». Еще один пример. «В наших лесах живет много бурых медведей». То есть тоже окончание не согласуется со словом. Если вы проанализировали тетради своего ребенка и увидели, что это неправильное написание и замена окончаний букв и неумение согласовать слова имеется в предложениях ребенка, то здесь только писать прописи мало. Нужно работать именно над развитием коррекции аграмматической дисграфии. В чем она заключается? Нужно уметь находить части слова, части речи и уметь согласовывать их в предложении. Затем нужно прописывать эти слова и менять их. То есть, например, прописывать их в уменьшительном значении. Мяч – мячик. Солнце весной – весеннее солнце. То есть уметь согласовывать прилагательные, менять глаголы с прилагательными местами и уметь выстраивать грамматический строй речи. Для этого существует ряд упражнений. И вот здесь я хочу вас познакомить с таким, это издательство «Гном», которое разработало это пособие под руководством замечательного автора Мазановой по коррекции альбом, по коррекции дисграфии. Конечно, это можно делать и дома. То есть части слова сначала проходятся. Посмотрите, ярко, красочно, для ребенка очень наглядно. Части слова. Выделяется обязательно корень у слова, приставка, суффикс и окончание. Затем мы пытаемся менять это слово. То есть, выделяя части слова, мы видим, как связывается окончание и как оно меняется по падежу. Час перед рассветом, предрассветный час. Переход над землей. Повязка на руке. Камни под водой. Как это будет, если заменить это слово прилагательным? Дальше различные части слова. И переходим с предлоги, которые пишутся раздельно. Девочка в ванне, малыш на кровати. Дальше согласуется и составляется предложение. Более того, меняются глаголы. Например, берется глагол «играл» на гитаре, на скрипке, на трубе, на дудочке, в теннис, и меняется слово с этим глаголом. То есть вот такие упражнения в форме игры на составление предложения. Посмотрите. Кот сидел на мягком диване. То есть по схеме нужно составить предложение. Все это учит согласовывать местами слова. Также мы даем упражнение на составь слово, составь предложение из нескольких слов. То есть раскладываем слово и даем ребенку из этого слова составить предложение.
Кроме того, уже более сложные виды предложений, да, составляются, и они богаты прилагательными, богаты предлогами, богаты, значит, на сказуемые члены предложения изменяются, и это уже будут более сложные виды предложений, которые ребенок должен составить в виде рассказа из 5-7 предложений. Все это ведет к тому, что у ребенка появляется связанность рассказа, ребенок хорошо начинает ориентироваться в смене окончаний, в подборе окончаний, и при работе с такими пособиями формируется правильная грамматическая речь. А для того, чтобы получить специализированную помощь, можно обратиться к учителю-логопеду-дефектологу. Именно с помощью специальных занятий вам помогут составить правильную, красивую, грамотную речь и научить вас писать, а впоследствии писать и читать без ошибок. Спасибо за внимание, слушайте наши лекции. Следующая лекция будет посвящена теме оптическая дисграфия. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши обновления. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, какие темы вы хотели бы услышать в следующих видео.